Я вас категорически приветствую. Здравствуйте, сегодня приветствуем вас в компании «Альбатрос». Это отечественная компания, которая занимается производством беспилотников. Я заместитель генерального директора Константин Спиридонов. Очень рад вас видеть. И мы вас тоже, да. Пройдемте, покажем вам, Давайте. чем мы живем. Начиналось все с производства именно идеи производства моторных лодок из композитных материалов. Это один из проектов. В данном случае это судно на воздушной подушке. Разработка инициативная коллектива одного из наших сотрудников, сотрудников Алабуги. И сейчас мы тоже, в частности, над этой темой хотим продолжить работать. Поэтому мы ее привезли. У нее 30-й регион, Астрахань. Теперь будет 16-й. Но пока не до нее, да? Пока не до нее. Пока пока все силы сосредоточены на беспилотных летательных аппаратах. А чем ваши беспилотные летательные аппараты отличаются от других? Ну, во-первых, когда говоришь слово «дрон», сразу все представляют коптер. DJI, Mavic, Phantom. Вертолетик условно, да? Условный вертолетик. У нас беспилотник — это беспилотный самолет. В первую очередь. Конечно, коптеры мы тоже производим, но в первую очередь это беспилотный самолет Альбатрос М5, который летает 4,5 часа. То есть он может выполнять достаточно серьезные задачи в интересах бизнеса нашего, в интересах сельского хозяйства, охраны природы. То есть это достаточно аппарат, который для производственных задач зато. Да. Ну, в общем, наверное, далеко не каждому аппарату надо зависать в воздухе, висеть выше, ниже. Есть и другие задачи, которые вы решаете, да? Да, зато он позволяет большую территорию отсматривать. То есть 4,5 часа полета — это большие длинные трубопроводы, длинные автомагистрали или большие площади полей, лесов. Летит на батарейке. Да, у него электрический привод. Есть бензиновая версия уже сейчас в разработке. Но бензиновая версия нужна для увеличения времени полета. Но она сложнее в эксплуатации, так как мы заточены все-таки под людей с небольшим опытом применения летательных аппаратов. То есть это не специализированные какие-то структуры, а это, например, вчерашний фермер, которому дали в руки беспилотный самолет. Ему, конечно, с электрической силовой установкой проще работать, поэтому это приоритетное направление остается. Сейчас мы находимся на участке вакуумной формовки. Мы производим наши корпуса из композитного материала. Это стекловолокно и углеволокно. Но углеволокно только в ряде элементов используется. Основной корпус сделан из стекловолокна. Здесь, собственно, на этом участке уже рождаются готовые корпуса, которые потом можно монтировать оборудование. Процесс очень простой. Сначала наносится клеевая основа на ткань, укладывается все это в матрицы. Вот это вот называется матрица. Помещается под вакуум, то есть на следующем участке компрессоры осасывают воздух и удаляют лишнюю смолу, чтобы корпус был легким, потому что в авиации главное — это легкость. И потом уже производятся доработки, то, чем как раз сейчас девушки занимаются, под монтаж оборудования, зачистка под склейку уже силовым каркасом. И после этого вот эта одна половинка, вон вторая половинка на столе, они складываются, и оттуда извлекается готовый фюзеляж изделия, центроплан. Точно таким же методом формуются консоли, и получаются уже из 3 разборных частей готовый почти летательный аппарат. Туда остается смонтировать оборудование, полезную нагрузку, и, в принципе, можно настраивать и лететь. Как раз-таки Альбатрос — это вот наш партнер, якорный работодатель в рамках проекта Алабуга Старт. Соответственно, в рамках Алабуга Политех, как вы знаете, мы открыли сейчас самый крупный в стране центр по подготовке специалистов в области производства беспилотных летательных аппаратов в гражданской сфере. И, просто известно, что сейчас это очень актуальное направление в целом для страны, в принципе, и поэтому нам кажется, что молодежь должна выбирать правильное направление. Здесь мы сейчас немножко пройдемся, посмотрим, чем конкретно занимаются специалисты и что их будет ждать. Вот эта операция — это выкладка стеклоткани в композитную форму. То есть вот это вот просто стеклоткань, которая поставляется в рулонах. Ее раскраивают, это происходит за соседним столом по форме. Потом на нее наносят послойно смолу и отвердитель. После этого это все помещается под вакуум. Но у нас сэндвич, настоящий сэндвич, потому что сначала идет стеклоткань,
Потом идет специальный конструкционный пенопласт, который дает конструкции жесткость, чтобы она могла несущей быть, чтобы как можно меньше применять фанеры, алюминия, других известных давно авиационных материалов, и как можно больше было именно композита, потому что он легкий, прочный. После того, как они, девушки наши, нанесли смолу, туда укладывается заранее также вырезанный пенопласт. Вот. Сверху укладывается еще слойчик смолы, местами укладываются закладные из углеволокна уже, и все это помещается в компрессорную, где отсасывается воздух. Вот как раз процесс подготовки по шаблонам этого пенопласта конструкционного. Он достаточно легкий материал, он практически ничего не весит, вот. Но совместно со смолой и стеклотканью он дает совершенно невероятную жесткость. Вот. Аппарат может выдержать 300 взлетов-посадок, а садится он на парашюте достаточно без всяких подушек, подложек, то есть он садится прямо на корпус. И 300 посадок он может пережить. Однако... это что, это уже что-то готовое? Нет, это как раз тоже один из самых первых этапов. Это нанесение красочного слоя. Мы красим наши изделия не как автомобили уже после того, как оно собрано, а непосредственно красим композитные матрицы. И когда мы извлекаем корпус из матрицы, он уже окрашен вот в этот цвет. У нас есть два цвета. Один наш фирменный, такой зеленый, который можно на сайте увидеть. И второй серый, менее приметный. По просьбе заказчика мы их меняем. Хотя был опыт нанесения различной, даже аэрографии на наши борты. Вот наш аппарат замечательный в сборе. У него размах 3 метра 30 сантиметров. И вот так вот без хвоста? И вот так вот без хвоста, да. Это схема «Летающее крыло» сейчас называется. В советское время это называлось «Бесхвостка». Вот. И вполне себе он летает. Единственное, что, конечно, у него маневренность чуть ниже, чем у классических аппаратов. Вот это вот называется элевон от совмещения двух английских слов элеватор и элерон. Его вот так вот объединили. Кстати, по поводу игры слов, у нас здесь тоже вот это отдел, который занимается гиростабилизированными подвесами. И одной из деталей подвеса — это вал, который закаливается. И мы использовали вашу фразу, немножко добавили туда игры слов, у нас получился 5-кратно перекаленный вал. Вот. В общем, здесь происходит и настройка этих подвесов. Это именно оптическая система, которая позволяет вести наблюдение в режиме реального времени. Собственно, крыло откручиваешь, прикручиваешь, да? Да, если можно, я покажу сейчас. Значит, вот стыковка крыла. Ага. Причем здесь интересный момент. Вот эта карбоновая шпилька, она несет на себе большую нагрузку. И она предназначена для того, чтобы ломаться. То есть, если у нас посадка на неровную поверхность, она ломается, но крыло и центроплан остаются целыми. То есть это такой наше ноу-хау по элементу с заданным пределом прочности, который в полете вполне себе позволяет удерживать консоль, и даже при штатной посадке. А вот при нештатной посадке он ломается, причем в любом направлении, даже если мы на посадке встретим дерево, оба элемента сломаются, а крыло и центроплан останутся целыми. Хитро придумано. Вообще наши заказчики отмечают высокую надежность аппарата и совершенно космическую ремонтопригодность, потому что бывает такое, что у клиентов самолет вылетывает весь ресурс, но они продолжают летать. Они спрашивают, зачем нам гарантия, зачем нам обслуживание. Вот, у нас в России очень много людей с руками, и мы порой сами поражаемся, какие доработки вносятся в наш аппарат, потому что немножко смолы, немножко клея, немножко термоклея, картона, и получается устанавливать другое оборудование, получается там где-то зашкурить корпус, кинуть слойчик стеклоткани, и он летает дальше. Вот. Хвосты не приклеивают? Нет, до этого еще не дошли. Интересно. А моторчик чей? Тут похвастаться не можем, потому что в какой-то момент мы пытались импортозаместиться, даже разработали прототип, намотали, проверили. Очень хорошо, но получается дорого. Мы ждем, вот когда вот эта чаша весов с логистикой и ценой перевесит, и мы начнем выпускать собственные моторы. Но пока еще дешевле таскать.
Вообще, фирма «Скорпион» американская, очень известная в авиамодельном спорте и в беспилотье. Вот. А производится, понятно, у наших восточных товарищей. Вот. Но недолго им осталось. Ну, я думаю, что скоро мы начнем производить собственные двигатели. Мы много чего сами производим. Благо, есть отечественные компании, которые совершенно потрясающе разводят платы, точнее, травят платы для электроники. У нас большая часть плат нарисована нашими инженерами и заказана у российских компаний. Вот. По электронике тоже можно многое у российских компаний заказать, но кроме некоторых критичных там процессоров, обработчиков и так далее, датчиков. Но мы постепенно переходим на отечественные и очень к этому стремимся. А камеры чьи? Камеры, к сожалению, тоже не отечественные, но тепловизор уже не западный, а тоже восточный. Это китайское производство. Причем вот тут мы можем похвастаться, потому что по камерам и по тепловизору отечественные аппараты принято ругать. Их как-то вот изначально снимали обзоры на них там на Западе, что вот плохие камеры. Мы можем похвастаться, у нас картинка великолепная. Full HD дневная камера с 30-кратным зумом. Неплохо. Очень хороший обзор обеспечивает. И тепловизор с разрешением 1024 на 768 высокой четкости. Он, правда, не охлаждаемый, но там тоже такой лайфхак сделан производителем. Он шторкой щелкает и как бы сбрасывает матрицу, и она снова видит очень четко объекты. То есть картинка нам очень нравится с наших аппаратов и заказчикам тоже. Значит, вот наш подвес с камерой. Вот она камера. Как крутится? 360. 360 и по вертикали может до 90 градусов вниз опускаться. Вот. А, собственно, вот здесь происходит та магия, которая позволяет выделить меня сейчас рамкой, то, что видно на мониторе, вот, и сопровождать. То есть при моих перемещениях камера сама поворачивается. Ловко. Танк так можно выделить? Можно. О-о-о. А он, когда летит, сам себя позиционирует, то есть координаты определяет, где да, он. то есть у него стоит приемник спутникового сигнала, причем, ну, все характеристики раскрывать не буду, но мы тоже сами разводили плату, проводили определенные исследования, и нас он хорошо себя показывает, потому что он использует все доступные системы. А если он смотрит на некий объект, там на некую точку на Земле, он показывает ее координаты также, да. Какая полезная вещь. Но самое интересное, что когда спутников, допустим, нету, сейчас в южных регионах даже предприятиям сельского хозяйства, если у них есть разрешение, конечно, на полеты в наше тяжелое время, у них пропадает спутниковый сигнал, они имеют возможность скорректировать положение аппарата, потому что инерциальная система накапливает ошибку. Они могут навести камеру на известный перекресток, нажать на него на карте, и аппарат определит заново свои координаты относительно этого перекрестка. Здорово. Очень разумно. Естественно, мы... Приятный на ощупь. Да. Аппарат. Гладенькая такая поверхность. Естественно, мы используем все преимущества того, что у нас хорошие камеры стоят. Мы озаботились тем, что была... Ну, можно это назвать с натяжкой, конечно, но дополненная реальность. У оператора на картинку он имеет возможность накладывать различные маркеры. То есть он поставил маркер на объект на карте, и когда он камерой туда повернулся, у него прямо на картинке он отобразился. Круги с расстоянием, север, юг, запад, восток, направление на домашнюю точку. Все это видно прямо на картинке для оператора. Это полезная техника прям. Но это благодаря тому, что мы сами разрабатываем программное обеспечение, вот, сами его тестируем. И мы очень плотно общаемся с нашими заказчиками. Они постоянно предлагают что-то новое. Ну, вот, они предлагают определенные улучшения. И самые смелые их идеи мы беремся реализовывать, потому что обычно они говорят, ну, наверное, так нельзя сделать, но вот я бы хотел вот это. Мы такие, вот, чувак, классная идея, погнали. А какие основные условия по вашей программе «Алабуга Старт»? Да, на самом деле, вот можете видеть, девушки здесь трудятся. Основные условия, они заключаются в том, что это является дуальной программой, работа плюс обучение в колледже. То есть они сразу, как к нам приходят по этой программе, они сразу трудоустраиваются. Вот якорный работодатель, наш партнер Альбатрос, вот, получают зарплату в районе 60 тысяч рублей. Неплохо. Да, в целом очень конкурентная зарплата, вот. И обучаются в колледже, то есть престижный колледж, Казанский авиационный институт. Вот, то есть они одновременно в этой программе получают не только трудовой стаж, но и, значит, сразу получают обучение, могут рассчитывать на, значит, полноценное среднее профессиональное образование.
Поэтому в этом плане очень интересно, очень много участников из разных стран. Вот, мы набираем, значит, 3 основных сегмента. Это, в принципе, развивающиеся страны, вот, страны, значит, Латинской Америки, Африки, вот, страны СНГ. Также из России тоже девушек набираем. Это очень хороший этап для них подготовиться к поступлению в Алабуга-Политех, потому что поступление в Алабуга-Политех процесс непростой, требующий, значит, определенной подготовки изначально. Вот, а это, в принципе, программа создана как раз-таки для того, чтобы, значит, пройти вот этот этап, значит, подготовки. Значит, ну и заодно полезно, что они работают и обучаются. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Миракли Подижор. Из какой страны? Я из Нигерии. Да. У меня есть знакомые в Нигерии, да. Как тут в России? Это интересно. Погода хорошая. Погода хорошая. Да. Мои знакомые из Африки говорили, вот у вас, когда зеленая зима, это еще терпимо, а белая зима, это невыносимо. У нас нет зима. У нас нет. Да. А как работа? Что делаешь? Мы это стеклодлякну. Мы режем на зелень. Надо ли учиться в Алабуга-центре? Надо? Да, да. Добро пожаловать в Россию. Спасибо большое. Поступайте в Алабуга-старт.